Да, ребятки, hello, как говорится, приветствуем вас в одном из самых интересных мест ближнего Подмосковья. 14 километр Рублево-Успенского шоссе. И позади нас находится, это пока не показываем, это тема нашего обзора, да. Позади нас находится коллекция редких автомобилей, которая называется Камыш-Маш. Да, вот так вот. Те, кто знают, те знают. Есть реставрационная мастерская Камыш-Маш, и также есть галерея редких автомобилей Камыш-Маш. Всего в коллекции около 300 машин. Это одно из 3 мест, где хранятся их редкие автомобили. Давайте посмотрим, что внутри. Это скоро посмотрим. Терпение. Паккард 26-го года. Кадиллак 28-го года, электромобиль 1908 года, кожаные крылья. То есть вот эта вся конструкция, это натуральная кожа. Почти все эти машины на ходу, и есть много интересных деталей, то есть можно просто ходить и любоваться, но если приглядеться, допустим, у этой модели деревянные спицы дисков. Есть 2-й этаж. Редкие и в идеальном состоянии, вот как новые автомобили Volkswagen и Volvo, даже вот парочка Bugatti есть. Но то, что нас интересует сегодня, это формат микроавтомобилей. В коллекции Камыш-Маш, напомним, около 300 автомобилей, из них 48 – это микромобили. Конкретно здесь представлены Мессершмитты. Да, были и такие автомобили. Одноместные и двухместные. Версия кабриолет, а тут посмотрите, какой козырек. Но тема нашего обзора стоит на улице. Peel Trident. Это 2-я версия самого маленького серийного автомобиля в мире. Обзор, поехали. Итак, ребятки, готовы? Вашему вниманию, да, пиксели можно убрать. Да, это Peel Trident. 2-я версия самого маленького серийного автомобиля в мире. Это двухместный автомобиль, и сегодня, я надеюсь, мы на нем прокатимся. Благодаря сервису Aviasales мы подобрали удобные билеты Питер-Москва и вызвали специального гостя, которого, кстати, поселили за недорого в хорошем отеле, благодаря вкладке «Отели» в сервисе Aviasales. Рекомендуем. Кстати, у Камыш-Маш есть действующий проект – это электромобили Герда. Они выпускаются на стандартной и удлиненной базе, есть легковые и грузовые модели. Запас хода до 100 километров, зарядка за 4 часа, а мощность 3,7 киловатта. То есть на этой машине можно официально кататься по Садовому кольцу без регистрации в ГИБДД. Ну, конечно, если у вас есть права хотя бы на скутер. Продолжаем с Peel Trident. Ребятки, честно говоря, каждая деталь этого автомобиля вызывает умиление. Допустим, дворник такой пиу-пиу. Но сначала пару слов о том, с чего все началось. Это самая первая версия этой машинки Peel P50. Это легендарный трехколесный микромобиль-мотоколяска производства британской Peel Engineering Company. Первый серийный экземпляр не этой машины, а Peel P50 был сделан в 1963 году. Целью проекта было создать максимально компактное и простое средство передвижения. P50 вмещает одного человека, то есть вмещает, потому что до сих пор эти машины есть на ходу, и некоторые даже на них катаются. Так вот, вмещает одного человека и небольшую сумку. У него всего одна дверь слева и одна фара. Также у P50 есть рукоятка сзади, с помощью которой машину можно взять, приподнять и вручную развернуть. И эту же шутку, в буквальном смысле шутку, можно проделать с этой машиной. Но P50 весит 59 килограмм, а этот около 90. Ребятки, машина ваша неправильно запаркована. Сейчас я ее перепаркую. Это официально можно делать. Двигатель у этого автомобильчика мотоциклетный, 49 кубов, мощность 4,2 лошадиные силы. Максимальная скорость, и вот тут интересный момент, 61 км в час. Но она сильно зависит от веса и габаритов человека, который ее управляет. То есть чем больше человек, тем медленнее едет машинка. Также интересно... Сейчас, ребятки, телефон. Секунду. О, Илья, наш специальный гость. Сейчас, 55 секунд. Зовем Илью и продолжаем. Алло? Да-да. Ребятки, телевизор со скидкой до 70% легко. Это Ромбика QX55. И он доступен на маркетплейсе Озон со скидкой до 70%. Диагональ 55 дюймов, изображение 4К и поддержка HDR 10 бит. Вариант для дома или
подарок племяннику. Да, 120 Гц подойдет для гейминга. Но, ребятки, есть нюанс. Количество ограничено. Сами понимаете, скидка 70%. Рекомендуем поторопиться. Также с 11 по 24 сентября на маркетплейсе Озон пройдет большая распродажа электроники. Скидки на многое, до 80%. А еще многие товары на Озон теперь можно оплатить после получения. Больше информации по ссылке в описании. Продолжаем. Так, ребятки, слышу звук чемодана. Спасибо, что посмотрели. Специальная ссылка внизу. А вот и Илья с женой. Да идите вместе с чемоданом. Привет, заходи тоже. Салют, как дела? Супер, Паша, всем привет. Вот оно. Вот оно стоит. О, это автомобиль. Это Pil Trident. Слыхал о таком? Так, секундочку. Это Дарья. Привет. Привет. Вы прям сразу, да? С Ну, корабля. это, кстати, первый раз даже в кадре за 11 лет. Как тебе? О, это да. Тут много Я, техники. кстати, думал такой купить. Я что-то смотрел объявление. Такой продается? Ну, это Ан-2, да. Их Он много прям в продаже продается. Да. То есть твои права позволяют, можно же, лицензия, да? По-моему, да. Поднимаю носовое колесо. А есть разделение по классам даже среди маленьких? Там по весу и по количеству двигателей, и по тому, сухопутный он или на воду садится. Так, давай, ставь чемодан. Сейчас поговорим вот об этом. Pil P50, знаешь? Нет, я Самая впервые маленькая вижу. машинка. А это Pil Trident, вторая версия, двухместная. Это тачка с Алиэкспресса, мне кажется. Не-не-не, это легенда. Артем, будьте добры. Это Артем, это Илья. Очень приятно. Начали говорить об интерфейсах этой машины. Вот Артем, который про эту машину знает, но если не все, то практически все. Артем, покажите нам, пожалуйста, как вообще тут все устроено. Кстати, что с номерами? Она и не требует номеров, как скутер. 49 кубов. То есть на ней реально можно вот сейчас взять и поехать туда вот? Да. И там столько гаишников, и нам за это ничего не будет? Остановят спросить, что и как. Корпус не металлический, вот эта вся часть. Колпак. Пластиковый, стеклопластик. Прям как у истребителя реактивного самолета. Вообще похоже, да, на фонарь. Но вот знаешь, в чем отличие? Да. На машине не страшно, если эта штука откроется у тебя на ходу. Я недавно видел видос, девушка летела на пилотажном самолете, она крутанула какой-то элемент, и он у нее открылся, короче, на ходу. Артем, вкратце история, как машина оказалась в Камыш-Маше. Машина была куплена в коллекции Брюса Вайнера. Американский коллекционер, у которого была очень большая коллекция таких маленьких машин, был даже свой музей. В какой-то момент он решил все это дело распродать в 2013 году, и все эти машинки, вся атрибутика была выставлена на аукцион. И вы это выкупили? Наша мастерская, да, выкупила из этой коллекции порядка 30 автомобилей. Я видел, что в 2016 году Pil P50 был продан за 160 тысяч долларов. Чего? Да мы такую сделаем за пятерку максимум. Вот это, кстати, тема для нового проекта. Интерфейс управления. Покажите, пожалуйста. Педали самые вообще. Педали. Просто это как две чайные ложки взяли, посмотри. Просто к ним пружину приделали. Ручной стартер, то есть при помощи него запускается двигатель. Это не ручник? Нет, ручник вот он. А где же тогда коробка передач? Коробка передач здесь вариатор. Это багажник. Да. Это фильтр воздушный двигателя. То есть двигатель снизу находится, здесь он забирает Если мы все это воздух. закидываем вещами, то фильтр как себя чувствует? Ну, если заткнуть плотно, то, наверное, да. А движок у нас находится, собственно, вот он. Да, если приподнять, у нас 4 переключателя. У нас руль, во-первых, очень интересный. Глянь какой. Я такого никогда не видел. Руль похожий на Citroёn DS. Форма руля удобная вот такая? Крайне удобно. Вот ты видишь прибор, они никогда у тебя не загораживаются, вот обычно, да, здесь по центру аэрбэк. Tesla придумали штурвал в модели Plaid, чтобы не загораживать приборы. А вот оно решение было, да? Придумали, все уже придумано до нас. Блин, обрати внимание на всю электрику этого автомобиля. 6 проводов. Это все. Фары, сигнал. Это, мне кажется, единственная британская леворульная машина. Это тот случай, когда реально на обзоре автомобиля можно обсудить каждую его деталь. Вообще 100%. Вот куда ни посмотри. Ого, какая заглушка. Что, да. Интересно, что написано oil. Да, не газель. Двухтактный двигатель. А, то есть сюда и бензин, Да. и масло ясно. сразу же заливается. Можно прокатиться чуть-чуть, да? Да. Да, итак, ребятки, тест номер 1. С нами сегодня Игорек. Человек, который ездил на Bajaj Qute. И там у нас была забавная ситуация. Так, у меня есть проблема. Длины ремня не хватает, чтобы Игорек пристегнулся. Игорек, как тебе? Прекрасно, я думаю, мы поместимся. Тебе же нравятся красные машины? Хавал у тебя? Согласен, красный, красный. Попробуем сесть, вот мы вдвоем. Я в куртке, не зимний, не в пуховике. Никаких специальных инструкций, просто садимся.
Хорошо. Ручник у нас не работает, поэтому машина буквально... Давай я придержу. Придержи тачку. А ноги куда можно ставить? Вот сюда вот? А где для телефона зарядка? Я сел, ну допустим. Ходунок, Ну ты чувак. расселся, Я конечно. как будто машину на себя надел, у меня вот такое ощущение. Ну смотри, тут... Нифига себе у тебя бедра. Нормально, нужно крышечку закрывать. Вверх и опускаем. Еще разок. Опускаем. Опускаем. Это очень тесно. Очень. Нет, это вообще не вариант, чувак. Ну до Ну, Питера, это вообще- конечно, тяжеловато У меня было. колени уперлись. Я даже не знаю, как я бы один тут поехал. А ты чуть дальше ноги. Куда дальше? Там педали уже. С моей стороны педали нет. Это супер тесно. Слушай, а жарко на солнышке? Очень жарко. Уже очень жарко становится. Мы как в аквариуме сидим, все, что есть из вентиляции. Покажите, пожалуйста, вот видите? Слушай, это идеальная машина для медового месяца. А, да, очень... Ближе не придумаешь. Да. Невероятная шумоизоляция. Вы все, что разговаривали внутри, снаружи вообще не слышно было. И то у нас было открыто даже окошко. Ну, так вот, тем более для медового месяца. Ну такая не самая секьюрная машина, да? Вдвоем мне оставаться с девушкой. Ну давай все, выходи, давай, выходи. Слушай, а может ты попробуешь вот с Дашей сесть? Даш, можно тебя, пожалуйста? Вот вы, значит, поехали в Питер. Из Москвы. Ну, кстати, у нас как раз годовщина, да. В отличие от Пил P50 первой, где была дверь, в эту садиться, опа, так, нужен ремонт. Значит, в эту садиться намного удобнее. Потому что там была дверь, и вот когда Джереми Кларксон садился в P50, а он высокий, там была проблема. No, that's not going to work. I'll have to. Hang on. Leg. Yes, leg first and then. Yes! И дальше хоба, и все. Ну, мысли нормально, потому что у нас самолет такой же. 67552, взлетаю. Сюда иногда морские котики выползают на камни греться. Это, кстати, факт. А может, быстрый вопрос. А когда ты в самолете в туалет хочешь, что вы делаете? Приземляемся. Нет, а если тебе вот, ну, там, план полета... Надо сбросить все заранее. Слушай, очень неудобно сделаны педали, почему-то они вот так вот справа. Как рулить-то вообще? То есть я ногой упираюсь в эту жлыгу, и гораздо было бы эффективнее педали Это сместить. для маленьких женских ножек. Смотри, один нажимает газ, другой тормоз. Это на двоих, реально, да, смотри. Ну, получается, заляпываешь. Ты в любом случае заляпываешь. Попробуй сам, я отпустил. Давай. Нет, в Ой, у меня, самолете все-таки... у меня коленки уперлись. Ну, здесь же нет зеркала заднего вида. Кстати, да. И я сейчас камеру использую вот с этим вот дисплейчиком, как зеркало заднего вида, чтобы увидеть. О, смотри, мы даже влезаем сюда неплохо. Да, нормально. Артем, вот вопрос, зеркало, оно было здесь? Слушай, ну реально, а как рулить-то, если на педаль нога не влезает? Ну, я газ, ты тормоз. Ну, только так получается. Если бы вот у меня вот коленка вот сюда не упиралась... Ну, мне нормально. О, смотри, мы Ой. уже едем. Здравствуйте. Ваши документы, пожалуйста. Это парковочный талончик я могу. Да блин. Ладно, прокатимся. Я куртку сниму, потому что куртка дает лишние 1,5 сантиметра объема. Ну что, понравилось? Новый опыт. Да. Пошел. Слушай, я думаю, альтернативный вариант можно здесь вырезать, чтобы ногами толкаться. Это не выхлопная труба, это выхлопная трубочка, как и все на этом автомобиле. Боже мой, такое ощущение, что они просто на мопед сверху это поставили вот так вот. Зачем вот это вот, скажите, пожалуйста? Поворотники есть. Ну, ребятки, надо понимать, что музейный экспонат. И вот Камышмаш, огромный им респект, пошли навстречу, подготовили, 3 дня готовили машину к съемке, проверяли все, завели еще раз. И сейчас мы попробуем прокатить. Попробуем, да? Как тут тесно, очень жарко, да, солнце, блин, зайдет. Управление супер неудобно, я практически педаль тормоза, но не могу нормально ногой нажимать, потому что у меня в рулевую стойку упирается нога. Опа! А что? Ну, на работу я, конечно, такой бы не поехал. О, радиус какой, смотрите. Я пока пытаюсь прочувствовать, не завалится ли она на бок. Зато можно прям домой на ней заехать.
The great thing about a car this small is that it's very light, which means that when you get to work, you just pick it up and carry it inside. Ну-ка, сейчас я поддам. Вот он, разгоняется даже. Неплохо. Есть люди, которые переживают, что у них тонировки нет на передних стеклах, когда ее запретили. Ну, ребятки, тут про тонировку вообще можете забыть. Тут как в аквариуме, в буквальном смысле этого слова. Но очень жарко, очень. Вот так, а тормозить-то как? Оу! Самое смешное, что я пытаюсь нажать тормоз. Смотрите, разгоняюсь, нажимаю тормоз. И вот что происходит, я еду еще быстрее, потому что у меня ширина кроссовка не позволяет нажать на одну педаль, она нажимает на две педали. А так как газ более чувствителен, я нажимаю больше на газ, чем на тормоз. Давай попробуем. Сейчас. Да, надо тормозить только ручником, потому что нереально нажимать на педаль. Да что ты? Стой, стой, стой! О, как хорошо! Давайте сделаем кабриолет из этой машины, пожалуйста. Мне очень жарко. Я прям сижу, щеки вибрируют. Прошу тебя. Так, по проверенной схеме. Опа. На красном. На водительском я уже был, теперь на пассажирском. Вибрации прочувствую. Мозг прям дает. О, боже мой, да, у меня глаза трясутся. Глаза трясутся, и прям вот как будто мозг вибрирует. Вот так. Ага. Ага. Да, реально на пассажирском больше места для коленок. О боже, как громко! Очень громко. Я руку на ручнике держу на всякий случай. Ну, обзор потрясающий. Офигенный. Это идеальная машина, чтобы ездить по серпантинам Сочи. Я боюсь, что мы когда вниз поедем, этих тормозов не хватит, чтобы ее останавливать. Я поэтому по чуть-чуть поддаю. Сейчас я... Так, ну нормально, ручник пока работает. Не газуй сильно. Еле еду, чувак. А где спидометр? По ощущениям. Но я думаю, что ее километров 30 можно разогнать. Ё-моё, щеки, как этот массаж для похудения, да? Мне уже хочется на ней притопить. Может, потому что она красная? Ой, какие ямы. Ну-ка, ну-ка. Все нормально? Что-то не тянет. Это Газпол? Это Газпол! Ну да! Смотри, горит лампочка, кстати. Нехорошо. Ладно, сейчас я толкну ее. Смотри, немножко поехала. Давай, газуй. Нет, не идет. Сейчас подтолкнем. Давай в одного сначала. Ну-ка, я один. Вот, есть, да, пошел. Минус 50, сколько, 60 килограмм. Так, Бэха обгоняет, Е39. О, разгон! Еду, ребятки, по Рублевке на британском красном автомобиле. А, тут еще момент, что нет задней передачи. Вот в этом. Ну, смотрите, радиус разворота. Садись, под горку нормально поедет. Но тянет она хорошо, если одному прям хорошо. Дымит она тоже очень хорошо. Там сзади парень на BMW ехал и, наверное, думал, так, это моя или его дымит. Самая нужная вещь — это ручник. Ехали. О, ты сразу приноровился, да? Ты едешь на машине, которая стоит как новый гелик с небольшим пробегом. 150 тысяч долларов это стоит. Надеюсь, она застрахована. Я вам скажу, что пока мне Ким не сказал про цену, я получал удовольствие. Теперь я еду в каком-то переживании постоянном. Знаешь, галочка, как у каршеринга, не платить за повреждения. Кто тормозит. Так, и тут, значит, надо разогнаться. И сразу туда заходи в поворот. Да? Давай. Ну! Смотри, едет? Уже почти что нет. Ну! А я знаю как. Как на паруснике. Галсами идти. Поворот дается тяжело. Сейчас мы заедем. Мы заедем в эту горку. Вот так ты решил, с разгону. Эта машина хотя бы для себя должна доказать, что она еще может. Остановись вот здесь. Да, смотри, что мы делаем. Так.
Вот зачем нужен второй человек в этой машине. Мы все стекло уже заляпали. Ну да. Слушай, а зеркала и не нужны на самом деле. Все видно хорошо. Какой хороший обзор от нее, реально. Ой, ты чуть нас не перевернул. А смотри вообще устойчивость. Эй, не надо, ты сломаешь подвеску. Приятный воздух снаружи, да? Очень жарко, но весело. Ну, в целом, ребят, ты как будто на стиральной машине во время отжима сидишь. Вот такое ощущение во время езды. То есть всегда немножечко в напряге, но в целом привыкаешь со временем. Взял бы себе такую? За 160 нет. Дорого. Но за 160 тысяч рублей можно. Мне кажется, тебе надо рассмотреть историю со строительством чего-то подобного. А вот это зачем? Это сигналы есть, смотри. Это сигнал? Made in England, между прочим. Ну, колесики эти просто как от игрушечной машины. Вот ты смотришь на них. Знаешь, что решит половину проблемных моментов этого автомобиля? Электромотор. Вибрации нет, рекуперация и еще много что приятного. И сразу все будет легче и проще. Но зато не будет такого шарма, Есть если у такое. нее будет электромотор. Значит, нужно иметь две версии. Вот я реально говорю, лучшая тачка для свиданий. Смотри, крыша сносна, ну то есть эмоции по-любому останутся. Второе, всегда сидишь в обнимку сходу. Всегда. Даже если это Даже мы первое сейчас с ним в свидание, обнимку сидели. то это уже так. И третье, жарко, девушка сразу раздевается. Слушай, ты знаешь толк. Не зря мы Илью позвали. Ребятки, Peel Trident, вторая версия самого маленького серийного автомобиля в мире. Есть еще Peel P50. Интересная тачка, конечно, но вот эта двухместная машина. Давно хотели посмотреть что-то вот такое. Спасибо, что приехали. Спасибо, что позвали. Ждем ваш комментарий, увидимся. Пока.